Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Инвиз. В этом видосе я хотел бы вам показать и рассказать, как можно стрелять без отдачи, чисто благодаря одному гироскопу. Это видео актуально будет для тех, кто перешел просто с обычной чувствительности на гироскоп. Актуально будет тем, кто не может играть с гироскопом, кому сложно. Поэтому тот, кто уже очень хорошо играет, вы тут явно мало чему новому научитесь. Так что учитывайте это. Видос будет полезен тем, кто очень плохо зажимает с гироскопом. Ну а прежде чем мы перейдем к самому видосу, хочу вам порекомендовать свой UC Shop. Тут самые низкие цены, видите все сами. У меня также есть отзывы. Магазину всего 3 дня. У меня уже более 100 клиентов и уже более 50 оставленных отзывов. Поэтому, ребят, залетайте по ссылочке в описании в мой UC Shop. Поверьте, разочарованы вы точно этими ценами не будете. Ну а также хочу сказать, что я разыгрываю 10 Royal Pass'ов. Ссылочка также в описании на розыгрыш. Условия максимально простые. Быть подписанным просто на мой основной телеграм-канал и на UC Shop. То есть все. И вы участвуете в розыгрыше. Поэтому залетайте по ссылочке в описании и в мой магазин, и в мой основной телеграм-канал, где идет розыгрыш Royal Pass. А сейчас мы переходим к видосу. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь, чтобы настроить гироскоп? Понятное дело, нам его нужно для начала включить. Поэтому мы заходим в настройки, в управление, в продвинутое управление, листаем самый низ и включаем гироскоп. Оставляем его всегда включенным, то есть самое левое положение этой вкладки. Реверс гироскопа оставляем отключенным. Дальше поднимаемся чуть выше. И ускорение проведения по горизонтали отключаем, потому что нам эта функция будет мешаться. Дальше мы заходим в полигон. Чтобы зайти в полигон, нам нужно нажать сюда. Учебный полигон. Итак, мы находимся на полигоне. Давайте представим, что я не умею стрелять. У меня что-то такое происходит. Что мы делаем? Мы заходим в настройки чувствительности. Сбрасываем чувствительность на средние параметры, полностью всю чувствительность на средние параметры. И гироскоп у нас сбрасывается, и чувствительность на палец. В этом видео я не буду объяснять, как настроить чувствительность на пальце. Я просто поставлю максимально низкую чувствительность на пальце, допустимо низкую, и будем настраивать гироскоп. Итак, я все сбросил на средние параметры. У меня получается чувствительность гироскопа вообще маленькая, чувствительность на пальце более-менее средняя. Я захожу в настройки, чувствительность, ставлю вообще относительно средних настроек еще ниже параметры. На третье лицо я ставлю 60, на первое ставлю также 60. Повторяйте все просто за мной. Потому что в этом видео мы будем настраивать чистый гироскоп. Разделение настроек мы включаем, потому что во время зажима нам нужно сделать так, чтобы мы контролировали отдачу нашим гироскопом. Поэтому относительно вот этой чувствительности мы ставим чувствительность тут еще ниже. Тут у нас стоит 60, тут мы ставим сейчас, к примеру, 50. Если мы хотим стрелять без отдачи и контролировать нашу чувствительность гироскопом, у нас чувствительность на пальце должна быть низкая. Просто запомните это. Если у вас будет высокая чувствительность на пальце, вам будет некомфортно контролировать отдачу, и у вас прицел будет плавать. Поэтому мы ставим максимально низко, как это просто возможно. Но не переборщите, потому что в таком случае вы столкнетесь с другой проблемой. Вам будет просто не хватать гироскопа. И слишком высокий гироскоп ставить тоже не вариант. Поэтому можете повторить за мной, можете поставить примерно такие же настройки, как у меня. Я в любом случае показываю вам, как настроить относительно средних параметров, да, что я делаю. Вы можете относительно средних параметров также настроить по своему комфорту. Большие иксы мы не будем трогать. Итак, у нас получается чувствительность на пальце очень низкая. Сейчас очень низкая чувствительность, да. Но нам низкая чувствительность нужна для того, чтобы наводиться пальцем, да, какие-то мелкие движения делать, к примеру, вот такие мелкие движения делать, да, это делаю чисто пальцем. И теперь у нас же гироскоп тоже находится на средних параметрах. Мы заходим в гироскоп и начинаем тут как раз таки играться с этой чувствительностью. Мы выбираем 300% на третье лицо, 300% на первое лицо, кто от первого лица играет, да. Даже от первого лица можно поставить больше, к примеру, если вы
переходите в первое лицо, когда заходите в здание, когда кого-то пушите, потому что первое лицо в этом плане выручает. Намного удобнее играть от первого лица. Если вы в плотничке с врагом, то лучше первое лицо включить, потому что вам лучше будет видно, больше обзора, больше реакции на какое-либо событие, которое может произойти, да, в клоусфайте с врагом. Потому что от третьего лица камера так иногда может приблизить вас к своему же персонажу, что вы не будете видеть просто, что происходит в здании, да. Поэтому, кто играет на телефонах, иногда очень удобно от первого лица пушить. Коллиматор мы тоже ставим побольше, да, попробуем поставить 200. Тут поставим 150. Тут поставим... Ну, можно поставить, к примеру... Давайте даже тут поставим 250. Так вот сделаем. Это все относительно средней чувствительности. Да, мы двигаем. Настроили на пальчики такую чувствительность. С разделением обязательно, чтобы у нас при наводке чувствительность была больше, при зажиме чувствительность была меньше. Да, в таких пропорциях. В гироскопе мы вот так делаем. Ставим, к примеру, там... Ну, не 250, ставим 215. На четверку мы ставим 190. Можете также ставить, а потом относительно этого будете настраивать. Так. Ну, на шестерку сильно много не надо крутить. Поставим 140. На восьмерку поставим 100. Потому что у нас растет кратность прицелов. И, соответственно, чем больше у нас кратность, тем становится более чувствительный прицел у нас относительно того, что мы настраиваем. К примеру, от третьего лица у нас стоит 300%. Если мы поставим 300% на восьмерку, то у нас будет восьмерку колбасить, потому что у нас в 8 раз увеличивается кратность относительно третьего лица. То есть, чем больше кратность, тем чувствительнее прицел к изменению настроек. Имейте это в виду. Поэтому ставить и задирать огромные значения на высокократных прицелах не имеет смысла. Так, с разделением мы разобрались. Давайте, наверное, сейчас включу, чтобы у нас одинаковые параметры были. Видите? То есть это такой лайфхак. Вы сначала настраиваете первый параметр, потом отключаете разделение, включаете его, и у вас точно такие же параметры будут с разделением. Ну и тут просто берем, ставим побольше. Ставим 320. Да, накручиваем просто, получается, сверху. Тут ставим 340. Так, тут ставим, давайте, 270. По 20% тут накрутим. Тут уже ставим, так, тут у нас 211, тут ставим 220. Так, тут ставим 225. Тут ставим 195. Тут можно тоже по 5 накрутить и все. Это особо нам не нужно. Вот такие настроечки у нас получились. Можете поставить такие же. И относительно этого сейчас мы будем с вами настраивать. Вот он, гироскоп у нас с разделением. Так, у нас уже чувствуется, что на гироскоп у нас очень большая чувствительность, а на пальчике нет. И, соответственно, чувствительность у нас на палец низкая, зато у нас растет точность наводки, как видите, уже, да. Я просто с вами поставил средние параметры. У меня не такие настройки были, у меня были еще ниже настройки на гироскоп и на палец. Но я сейчас прям с вами настраиваю чувствительность. Также прошу заметить, что я не играл в эту игру год. И делаю это спустя год. Я могу вам сейчас выйти показать, что я не играл ни в каких матчах. То есть вот я спустя год зашел в PUBG и спустя год решил настроить чувствительность. Я делаю это с вами, потому что у меня моя чувствительность, она слетела. Я там подкрутил более-менее себе, что нужно. Но мне все равно было некомфортно, да, потому что я так на глаз прикрутил, не настраивал. Сейчас я зашел на полигон и вместе с вами настраиваю эти настройки. То есть до этого я ничего не делал. И целый год не играл в PUBG. То есть целый год у меня не выходили никакие видео на YouTube. Вот я зашел в PUBG, все настроил. У меня на палец получается низкая чувствительность. Мне очень легко сразу двигать пальцем. Но гироскоп у нас большеватый, да. Что нам нужно делать, чтобы понять, что это то, что нам нужно? Давайте зайдем, возьмем точку. Давайте тройку, точку.
Поставим точку. Пальчик мы тянем сильно вниз при зажиме, а гироскоп мы прям чуть-чуть опускаем, и у нас получается вот примерно такая вот картина. Можно даже сильнее пальчик тянуть, пробовать. Так, гироскоп у нас получается большеватый. Давайте попробуем зайти в чувствительность. Как я это понял? Я понял, что у меня точку сильно начинает колбасить. Соответственно, мы заходим в гироскоп, в коллиматорный прицел и ставим 200. Попробуем на понижение сделать. Ставим 240. И попробуем. Ну, уже получше получается. Так, можно сделать, зайти чувствительность на зажим еще меньше, 20%. Посмотрим, что из этого получится. Давайте попробуем, чтобы у нас, наоборот, чувствительность была больше. Ну вот, мы уже нашли более-менее то, что нам нужно. Тут у нас, получается, стояло 30%, мы поставили 35%. Но у нас все равно чувствительность очень низкая. На гироскопе у нас стоит 250-240. Вот мы на понижение сделали, получилось у нас лучше. Если у вас начинается расколбас прицела, то есть его начинает трясти. Давайте попробуем без обвесов зажать. Ой. Даже без обвесов очень хорошо. Если прицел начинает трясти, начинаем просто играться параметрами. То есть, если вы опускаете пальчик вниз, и у вас начинается тряска, то нужно просто параметр, соответственно, вот этот поднять, второго пункта. Если же у вас тряска из-за гироскопа, то мы просто этот параметр опускаем. То есть у нас сейчас получилась вообще обратная картина. Мы поставили 30% для наводки, 35% для зажима. И, соответственно, гироскоп у нас 250 для наводки и 240 для зажима. И вот получается, когда мы начинаем зажимать, вот мы навелись, допустим, на какую-то мишеньку и начинаем зажимать. Вот получилось у нас то, что нужно. Также так вот поводили прицелом. Поняли, удобно ли вам наводиться. Мне удобно. Я эту чувствительность оставляю. Дальше переходим в тройку, к примеру. Самый популярный прицел. Мы перешли в тройку. Пробуем с тройки зажать. У нас сейчас какие параметры у тройки? У нас получается на наводку 15%, на зажим 13%. Гироскоп на наводку у нас 215%, на зажим 225%. Посмотрим, как у нас будет все во время зажима без обвесов. Так, еще раз. Так, тут, допустим, я вижу, что у меня все-таки на зажим чувствительность большая. Я ставлю, пробую 10. Так, проверяем. Ну, на гироскоп у нас все-таки высоковатая чувствительность. Я на палец уменьшил. Получается, почему я уменьшил? Сейчас мне тут мешает этот микрофон. Потому что когда я вел пальцем вниз, у меня вот так вот такие вот расколбасы были. Именно когда я пальцем вел. То есть я гироскоп не двигал, старался не двигать и чисто вел пальцем вниз, у меня были расколбасы. Сейчас я уменьшил чувствительность во время зажима. То есть я уменьшил второй пункт, поставил с 13, тут у меня было 13, поставил 10. От пальца у меня меньше трясет прицел, когда я палец вниз веду. Вот. У меня стала уже чувствительность точнее отрабатывать. Потому что чем больше чувствительность, тем понятное дело, что она более резко относится к вашим движениям пальца. То есть, когда вы тянете палец вниз, получается, что очень резкие какие-то есть переходы,
когда вы это делаете. Вы можете это делать резко, кто-то быстро, кто-то неплавно, кто-то дерганно. И вот это все у вас переносится в стрельбу. Поэтому 15% я оставил, чтобы пальцем было удобно водить, да, наводиться на какие-то мишеньки. То я сейчас чисто пальцем делаю, не гироскопом. И когда я начинаю зажимать, мне вот такие движения резкие, они не нужны. То есть мне вот эти движения резкие не нужны. Соответственно, мне нужна точность. Поэтому у меня чувствительность на палец становится низкой и, соответственно, более плавной. Из-за того, что она более плавная, у меня получится более точная стрельба. Но на гироскоп у нас увеличивается чувствительность, и у меня на айфоне гироскоп чувствительный, и все эти тряски, они чувствуются. Потому что когда мы касаемся пальцем сжима, у нас получаются вот такие вот тряски. Вот я сейчас касаюсь угла экрана, и у меня получаются тряски. Чтобы их избежать, давайте попробуем поставить гироскоп при наводке 200%. Нам слишком резкий не нужен. А тут поставим вообще 190. Почему я поставил первый пункт 200, а тут 190? Потому что у нас даже на этом пункте очень сильная тряска была. Я даже не нажимал кнопку стрельбы, просто касался угла экрана, у нас тряска была. Сейчас, смотрите, тряска поменьше намного. А во время зажима у нас чувствительность станет еще меньше. Давайте попробуем зажать. Ну, трясти стало меньше, но контролировать стало сложнее. Давайте попробуем сильнее пальчик вниз тянуть. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Ну, уже получше. Это, опять же, без обвесов. Да? Если мы попробуем обвесы накинуть. Так. Ну, уже намного лучше. Но все равно что-то не то. Давайте опять обвесы снимем. Ой. Так, что-то не то. Давайте попробуем чувствительность на пальчик теперь добавить. У нас тут 15 стоит в обычном режиме. Давайте во время стрельбы добавим 2%. Точнее, у нас минус был от 15,5, сейчас минус от 15,3. То есть пробуем. Потому что сейчас у нас вот этой тряски стало меньше, но больше у нас вот этого теперь плавания. То есть нам сложнее контролировать горизонтальную отдачу, вертикальную отдачу, а не горизонтальную. Горизонтальную мы научились контролировать, да, за счет гироскопа. У нас вот этой тряски нету. Но у нас теперь есть вертикальная отдача, наш враг. И вот попробуем еще раз. Так, давайте попробуем все-таки поставить опять 10. Посмотрим, какие у нас результаты будут. Ну, смотрите, все-таки у нас стабильнее себя ведет стрельба, когда чувствительность на палец низкая. Но это с учетом того, что я палец прям сильно тяну вниз. Если я его буду слабо тянуть, то у нас, понятное дело, прицел будет уходить вверх. Поэтому мы ставим низкую чувствительность на палец и тянем сильно палец вниз. И у нас получается сейчас контролировать вертикальную отдачу плавно, да, чтобы вот этой тряски не было. Но у нас все-таки вот чего-то не хватает. Давайте попробуем зайти в гироскоп и все-таки накинуть процентов. Давайте оставим, попробуем 200, 200. Что у нас будет? Ну, слушайте, сейчас намного стабильнее, очень много в голову залетело. Мы пробуем держать прицел в этой зоне черной, чтобы ничего у нас не уходило за пределы. То есть я своим пальцем тяну просто сильно вниз, стараясь сделать это максимально вертикально. Видите, не вот так вот делать как-то, а вертикально опускать вниз и достаточно сильно опускать вниз. А гироскопом я стараюсь удержать прицел во время стрельбы в вертикали в этой, чтобы он вот так вот не плавал у нас. Слушайте, ну, получается достаточно неплохо, с учетом того, что я год не играл, и, опять же, это не моя чувствительность, я просто настраиваю ее с вами. Давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем поставить 11%. Вот так вот сделаем.
Тут у нас 15 на наводку, на стрельбу у нас 11. Давайте попробуем накинуть наши обвесы. Ну, слушайте, результат очень хороший, я считаю. То есть вот такие вот настроечки у нас получились на 3х. Получается, просто во время наводки 15%, во время стрельбы 11% становится чувствительность на пальцы. На гироскоп у нас 200 и на стрельбу тоже 200. То есть тут у нас так получилось. Давайте попробуем поставить четверку, не менее популярный прицел. Тут у нас стоит на четверку 9%, во время зажима 8%, гироскоп у нас стоит 190, во время зажима 195. Давайте попробуем поставить 200. Пробуем. Так, у нас уже видно тряску, то есть вот это вот уже не очень хорошо. Да, мы пробуем наводиться. Все-таки у нас, видите, да, вот у нас вот эта вот тряска есть. Нам это не очень комфортно, особенно если какие-то более дальние мишени. То есть смотрите, какая тряска сильная. Сомневаюсь, что это хорошо, поэтому мы заходим в гироскоп, ставим чувствительность 170. Так, на тряске уже меньше, больше плавности. На палец у нас чувствительность низкая. Нам очень удобно двигать мишеньки. Также хочу напомнить, это видео не просто про настройку чувствительности, а про настройку именно гироскопа. Как перейти людям, то есть с игры без гироскопа на игру с гироскопом. То есть я просто объясняю, что нужно делать чувствительность на пальцы меньше. Чтобы к гироскопу привыкнуть, нужно вот постараться сделать так, чтобы у нас вот это соотношение пальцев к гироскопу было очень минимальным. Также я объясню людям, кто очень давно играет в PUBG, для чего типа это видео, что чел вообще объясняет. Я это видео делаю не про настройку чувствительности, не про то, как настроить чувствительность, а про то, как перейти человеку с игры без гироскопа на игру с гироскопом. То есть человек никогда в жизни не играл с гироскопом, он не знает, что это такое. Вот я человеку постараюсь помочь такому и научить его играть с гироскопом. То есть сразу объясняю, что чтобы играть с гироскопом, нужно на пальцы ставить чувствительность меньше, чтобы игра была более точной с гироскопом, а гироскоп чуть все-таки ставить выше средних значений, и у нас получается контроль именно отдачи за счет гироскопа. И это уже давно всеми доказано, что гироскоп очень хорошо помогает снизить отдачу. Пальцами вы так стрелять не сможете четко и точно, потому что, по крайней мере, на айфонах точно экран не супер точный, и он не позволит вам очень точно спреить куда-то вдаль. Да и в целом на любом другом устройстве, даже на планшете, спреить чисто пальцами точно не получится, у вас все равно прицел будет плавать. А с гироскопом мы это плавание компенсируем, поэтому, чтобы знатоки там в комментариях не писали, что видео вода, что видео вообще бесполезно, это видео именно для тех, кто ни разу не играл с гироскопом и кто переходит на гироскоп. Вот, я постараюсь помочь таким людям. Вот, сразу объясняю, что нужно снижать чувствительность на пальцы, повышать на гироскоп, чтобы вот эта привычка пальцами контролировать отдачу, она пропала. Но так как она у людей есть, у большинства игроков в PUBG есть, я поэтому ставлю чувствительность низкую и говорю, чтобы они сильно потянули палец вниз. Они привыкли пальцами работать, когда стреляют. И вот для таких людей я объясняю, что, потому что это большая часть PUBG, что нам надо тянуть сильно палец вниз, контролируя вертикальную отдачу. И гироскопом мы контролируем горизонтальную отдачу, не даем прицелу вот так вот колбаситься. Итак, у нас четверка. 9% на наводку, 8% на стрельбу. Гироскоп у нас 170, 200. Пробуем зажать без обвесов. Давайте снимем обвесы и пробуем. Так, что-то непонятное у нас
Давайте еще раз. Так, что я хочу заметить, что мне вообще не хватает пальца, чтобы контролировать вертикальную отдачу. Поэтому я ставлю на увеличение, тут 10%. Давайте 11 поставлю даже. В принципе, 9% мне на наводку хватает. То есть я могу точно наводиться на какие-то такие мелкие объекты, на какие-то такие вот углы. То есть очень быстро могу реагировать пальцем, чтобы там куда-то стрелять. Понятное дело, я гироскопом потом буду доводиться. Вот. Но сама суть, что у меня движения пальцем точные, и я навожусь туда, куда я хочу. Вот, допустим, 2 мишеньки. Там, да? В принципе, нормально. Пробуем. Так, ну уже получше. Так, ну, вертикальную отдачу у меня контролировать получается. Горизонтальную я бы уменьшил, честно говоря, чуть-чуть гироскоп. Гироскоп большеватый. Я бы поставил 190, попробовал. Потому что все-таки тряска, она сильная присутствует. Так, пробуем еще раз. Давайте попробуем поставить еще меньше гироскоп. На зажим. Ой, не-не-не, это не зажим. Это наводка. Зажим ставим 180. Так, ну постабильнее, кстати, начало. Ну и, соответственно, когда мы ведем палец вниз, у нас чувствительность на палец низкая, мы контролируем вертикальную отдачу. Когда начинает вести прицел в левую сторону, мы палец по диагонали вправо ведем. Если начинает вести прицел в правую сторону, мы палец по диагонали вниз, влево ведем. То есть всегда мы палец во время зажима ведем вниз. У нас чувствительность низкая, нам нужно пальцем вести сильно вниз. Если прицел уходит вправо, он вправо будет уходить вверх, потому что у нас во время стрельбы работает, как это вам объяснить? Короче, сенсу тянет вверх, точнее прицел тянет вверх, и его тянет, допустим, вверх сюда. Чтобы его вверх сюда не тянуло, нам нужно вести вниз. Мало того, чтобы его не тянуло, чтобы вверх, его нужно вести вниз, палец. И вот если его тянет вправо, нам его нужно тянуть влево, по диагонали влево. То есть вот у нас, грубо говоря, прицел, нам нужно пальцем тянуть вот так вот. Вот, если тянет прицел сюда вверх, его будет тянуть сюда вверх, то мы тянем палец вот так вот, по диагонали вниз вправо. То есть мы за счет низкой чувствительности на палец компенсируем вот эти вот расколбасы. Вот эти вот расколбасы, когда прицел ведет вверх, его мало того, что еще ведет вверх, его еще ведет вот так вот. То есть у нас сам зажим получается вот так вот. И нам нужно просто привыкнуть к низкой чувствительности на палец, привыкнуть к прицелу. И, соответственно, когда прицел будет тащить вверх, вот так вот его будет тащить вверх. Его всегда вот так вот вверх тащит, никак иначе. Нам нужно пальцем повторять эти движения, научиться. То есть мы так сделаем ее более плавной, стрельбу. А гироскопом мы снижаем разброс. Гироскопом мы стараемся помогать пальцу. Понятное дело, мы все пальцем идеально не сделаем, потому что если мы отключим вообще сейчас гироскоп, смотрите, что будет с низкой чувствительностью. Вот я полностью отключил гироскоп. Видите, мало того, что у меня чувствительность маленькая, и вот за что я вам и говорил, у меня прицел вот так вот тянет. Пальцем мы компенсируем вертикальную отдачу и стараемся компенсировать, именно стараемся, мы идеально это не сделаем. Мы стараемся компенсировать вот эти вот плывки прицела
То есть влево, вправо, вот его получается... Давайте я просто начну зажимать, вы сейчас поймете, о чем я говорю, смотрите, стоя. Видите, за что я говорил, его вот так вот тянет. И, соответственно, когда его тянет вот так вот, мы должны полностью повторять вот этот вот спрей пальцем. Мы его идеально не повторим, и мы идеально не сделаем стрельбу без отдачи пальцем. Но мы стараемся хотя бы это сгладить, чтобы у нас вот это вот не было, смотрите. Мы стараемся сгладить это, чтобы у нас этих плаваний не было, и снизить хотя бы вертикальную отдачу. То есть мы должны стараться пальцем компенсировать это все. А гироскопом как раз таки мы финально уже дорабатываем. Сейчас я верну гироскоп. Мы финально дорабатываем уже все эти движения, чтобы у нас этих плаваний не было уже 100%. Уводит прицел вправо, мы тянем влево. Уводит прицел влево, мы тянем вправо. Еще и пальцем помогаем. У нас, соответственно, получается благодаря этому идеально зажать. Вот просто смотрите, без обвесов. То есть я ему не даю выйти за пределы черной области прицелу. И пальцем я тяну вниз и стараюсь компенсировать, сильно компенсировать. За счет того, что чувствительность низкая, у нас получается это сделать плавно, без рывков. Потому что с большой чувствительностью малейшее движение пальцем будет сопровождаться очень большим рывком прицела. За счет маленькой чувствительности у нас получается все это плавно, спокойно и качественно. А гироскопом мы уже компенсируем все остальное. То есть просто сопротивляемся отдаче, будем правильно называть слова своими именами. Просто вот у нас есть отдача, мы будем гироскопом будем просто сопротивляться ею. Ну, я считаю, что это очень хороший результат, с учетом того, что я год в PUBG не играл вообще. Ну, давайте с обвесами. Ну, примерно вот так, ребят. Также проделывайте это все с остальными всеми прицелами. Может, кто-то с шестерки играет, может, кто-то там, я не знаю, с двойки играет. Проделывайте это все то же самое с другими прицелами. Все максимально просто. На палец ставим низкую чувствительность, да. Вот тут ставим в первом пункте повыше, чтобы удобно было наводиться, но не слишком высокую. Вот примерно такую. Тут ставите, опять же, индивидуально. У нас получилось, что на четверку больше, на тройку получилось меньше. Вот. Когда вы пальцем ведете, если вы видите, что слишком из этого пальца у вас дерганая стрельба, то есть любое движение пальцем, опять же, экран у всех разный. Это у меня iPhone, тут экран по-своему конченый, но зато хороший гироскоп. На андроидах же экран, он наоборот резкий, точный. Там наоборот низкая чувствительность, она вообще хорошую вот сыграет игру вам. На айфоне все равно вот непонятная она чувствительность, она иногда нормальная, иногда ненормальная, но зато хороший гироскоп. На андроидах, как я знаю, на флагманах, по крайней мере, там экран точный. За счет этой точности можно добиться абсолютно других результатов. Так что, ребят, вот дерзайте. Я вот так вот себе сделал, можете повторить, попробовать. Ведете пальцем и понимаете, что у вас на палец слишком сильно реагирует прицел на любые движения. То есть начинается вот такая какая-то фигня на какие-то движения, да? Снижайте чувствительность на палец просто во втором пункте, и вы сразу увидите просто офигенный результат. Снижайте чувствительность на палец вот в этом пункте, чувствительность прицела. Есть чувствительность камеры, просто наводка, да, до стрельбы. А это наводка именно во время стрельбы. То есть вы ведете пальцем во время стрельбы, включается вторая категория, второй пункт, вот эта чувствительность прицела. Все, ставите ниже, чтобы у вас максимально хреново реагировал прицел на движение вашего пальца во время стрельбы. И тут как раз таки включается в игру гироскоп. Вы гироскопом компенсируете всю отдачу, привыкаете к гироскопу, привыкаете сопротивляться отдаче с помощью движениями вашего телефона. Тянет прицел вверх, вы телефон вниз. Тянете прицел вправо, вы тянете телефон влево. Тянется в прицел влево, тянете телефон направо. Все вот максимально просто. Тут у меня такие настроечки получились. То есть тройка у нас вообще получилась одинаковая.
200 на зажим, 200 на наводку. Тут у нас получилось 170 на наводку, 180 чуть-чуть мы добавили на зажим. И у нас получилась очень хорошая стрельба. Вот такое, ребят, получилось видео. Надеюсь, оно кому-то поможет. Надеюсь, что вы сможете играть лучше. Именно стрелять лучше, да? Это не настройка чувствительности. Точнее, видео не про настройку чувствительности. Это видео не про настройку сенсы. Это видео просто для тех людей, кто впервые просто начинает играть с гироскопом, кто перешел, у кого не получилось, либо кто еще не переходил, но хочет перейти. Это видео именно для вас, ребят. То есть постарался раскрыть тему гироскопа, постарался объяснить в целом, как должна строиться игра, если вы хотите играть с гироскопом. Чувствительность на пальцы минимальная, чувствительность на гироскоп высокая, но не слишком высокая. Если вам это видео было интересно, и вы хотите что-то подобное, пишите ваши комментарии. Я все читаю, на все отвечаю. Пишите ваши пожелания, какое видео вы бы хотели, либо что вам в этом видео не понравилось, либо понравилось. Буду это все учитывать, ребят. Но если вы хотите, чтобы я снял видео про настройку чувствительности, прям большое такое информативное видео, да, про настройку именно всей чувствительности гироскопа и на палец, да, как улучшить свои результаты игры, да, пишите об этом в комментарии, если вам это интересно, я такое сниму. Да и в целом сейчас ко мне придет очень хороший топовый Android телефон, и мне было бы интересно сравнить в 23-24 году, что лучше для PUBG, iPhone или Android, что стабильнее будет, на чем лучше игра идет, и в целом где лучше экран, где лучше получается играть, на Android или на iPhone. Также подниму тему там залета по голове, по врагам, close fight. В целом, короче, ребят, если вам какая-то тема из того, что я назвал, интересна, там хотите видос про настройку чувствительности, новый видос, либо хотите там видос про то, как лучше играть, про то, как лучше думать, или про сравнение вообще телефонов, iPhone или Android, да, самый топовый iPhone против самого топового Android. Могу снять, если вам такое будет интересно. Ну а с вами, ребят, был Инвиз. Спасибо, что посмотрели это прекрасное видео. Не забывайте залетать в мой магазин, да, там самые низкие цены на UC-шки. Не забывайте участвовать в розыгрыше Royal Pass. С вами был Инвиз. Спасибо за просмотр видео. Всем пока-пока.